Всем привет, ребята! Давно у нас не было каких-то разговорных видосов, где мы с вами что-то обсуждаем, даем друг другу рекомендации, в общем, таких не реакций, поэтому я решила немножко разнообразить контент, тем более, что мне есть что сказать. Сегодня я хочу с вами обсудить такую тему, как дедкор в 2025 году. Давайте обсудим, умирает ли дедкор, или он наоборот возрождается, или может быть он просто стоит на месте, вообще не двигается, не появляется никаких новых команд и все плохо. Давайте решим. Я подготовила для вас некоторые команды, которые я хочу с вами обсудить. Возможно, тут будут и какие-то новички, возможно, здесь будет не только дедкор, просто какой-то тяжеляк. Просто сейчас, мне кажется, распределять музыку прям конкретно по жанрам это очень тяжело, потому что группы мешают разные направления, невозможно сказать, что вот это точно дедкор без примеси там чего-то, а вот это точно какой-нибудь грув. Во-первых, я хочу с вами обсудить новинки 2025 года, потому что именно в мире дедкора очень много было новинок в этом году, и давайте, наверное, начнем со Slaughter to Prevail. У Slaughter to Prevail вышел хороший альбом, наверное, его не назовешь прям четко таким дедкорным. Сейчас новый альбом, тем более, это такие эксперименты, очень интересный звук. Скажу честно, я этот альбом особо не переслушивала, потому что в моем сердце Костолом, и новый альбом, к сожалению, Костолом сдвинуть не смог, но это не значит, что это плохая работа. По-моему, Slaughter — это как раз-таки показатель того, что дедкор команда может выйти на, скажем так, мейнстрим и вывести прям такой тяжелый саунд на новый уровень. Мне вообще кажется, что сейчас, если честно, к тяжелому звуку как будто бы относятся с большим пониманием, с большей лояльностью, чем раньше, и как будто бы им даже больше интересуются. Но, возможно, это только мое мнение, возможно, просто я стала чаще слушать такую музыку. Это я к тому, что если вы не знаете, кто такие Slaughter to Prevail, то что вы, во-первых, делаете на моем канале, как так? А во-вторых, если вы не слушали их альбом, то точно советую 100%. А дальше у меня на очереди Shadow of Intent. У них тоже вышел потрясающий, очень мощный, очень сбалансированный, вот поистине дедкор альбом. Кстати говоря, мнение об этих альбомах я выкладывала в телеграм-канал. Могли бы уже давно все это узнать, понимаете, а вы все что-то все ждете, не подписываетесь, я бы давно уж подписалась на вашем месте. Альбом Shadow of Intent в 25 году тоже дал мне хорошего такого бодрячка. Я очень часто его переслушала, в отличие от Слотеров, на удивление, но этот альбом намного тяжелее, там прям мясцо, знаете, такое отборное, я бы сказала, вот. Не так много мелодичности, больше прям дедкорева такого, но тоже есть интересные решения, синты, интересные задумки, тексты, кстати говоря, в песнях тоже неплохие, поэтому обратите внимание. Вообще, в целом, советую вам послушать этот альбом, если вы вдруг его упустили, потому что, если вам нравится дедкор, Shadow of Intent выкатили достойную работу. Далее мы перейдем к любимчикам Лорна Шор. Лорна Шор для меня в 25 году открылись еще больше. Pain Remains был великолепный альбом, который, мне кажется, вывел вот этот мелодик дедкор на новый уровень, который показал, что может быть и вот так, может быть не только мясо-мясо, но это мясо может сопровождаться очень интересным глубоким текстом, это мясо может сопровождаться великолепными гитарными мелодиями, которые просто заедают у вас в голове, но при этом оставаться вот в такой нише, не теряя свое вот это брутальное звучание, потому что многие группы уходят на более легкий звук, чтобы немножко расширить свою аудиторию, но Лорна Шор решили, что это не их вариант, и они в 25 году выкатили тоже достаточно тяжелый, классный альбом, мелодичный. Вот здесь этот альбом, по мне, если сравнивать с Pain Remains, я уже могу делать анализ, потому что я слушала его достаточно часто. Как раз-таки новый альбом — это новое дыхание, как по мне, для Лорны Шор, потому что, знаете, как бы я описала новый альбом? Более мудрый, наверное, нежели чем Pain Remains, то есть он более глубокий, более такой взрослый, более осознанный, с интересным подходом. Буквально в каждой песне есть что-то запоминающееся, они отличаются друг от друга, лично для меня, по крайней мере. В каждой песне есть что-то свое уникальное, что цепляет вас с первого раза, и вам хочется это снова переслушать. Особенно в синглах очень классные тексты, которые дают вам просто разреветься
возьмем тот же Гленвуд, это же просто невероятно. В дэткоре такие темы затрагиваются, это замечательно, потому что я помню, когда я только услышала дэткор и нарабатывала, так сказать, слух, я заходила в тексты и понимала, что там просто кишки, кровь, сотона, еще какая-то хрень просто не связанная, чисто чтобы звучало брутально, и как бы в этом была своеобразная норма, потому что дэткор — это что? Это больше эмоции, это вот крики, это что-то агрессивное. И как же удивительно и потрясающе слышать, что Лорна Шор сделала не только крики какие-то агрессивные, да, но и сделали при этом что-то действительно интересное, глубокое, стоящее, на что определенно нужно обратить внимание. Далее у нас идет тоже прекрасная группа, уже с вокалисткой, которая называется Face Yourself. На Face Yourself я давно обратила внимание, так как видела каверы их вокалистки в Нельзяграмме, и она там фигачит просто невероятным образом, у нее действительно крутые данные, и она, ну, я честно скажу, Уилл Рамос в юбке, то есть у нее очень много классных техник, она умеет их использовать, и она не просто умеет их использовать, но она еще и пишет крутые песни, и все у нее четко, все у нее вовремя, где надо, место, где нужно, где-то гролл, где-то скрим, где-то гутурал, ну, короче, женщина это просто невероятная, она меня зацепила сразу, и в целом все работы группы потрясающие, но эпишка 25-го года тоже для меня открытие, потому что, ну, как говорили мои подписчики на стримах, мы когда услышали впервые песни, подумали, что это мужчинный вокаль, потому что, ну, пока ты не увидишь, что это милая, красивая девушка, вообще непонятно. Поэтому, если вы вдруг не слышали Face Yourself, определенно советую. Такое отборное мясцо вы должны послушать. Наверное, я буду очень часто говорить в этом видео отборное мясо. Ну, мы же про дэткор. Далее я хотела бы отметить работу от Immortal Disfigurement. Господь, как же произносить правильно название? Каждый раз не знаю. Каждый раз смотрю и каждый раз забываю. Здесь у нас на вокале бывший участник, бывший вокалист, точнее, Лорны Шор. Честно, я не так, чтобы фанат данной группы, не особо-то хотела их слушать, потому что, опять-таки, Лорна Шор с их вокалистом мне не очень нравилась. Я больше полюбила Лорну после прихода Уилла Рамоса. Но все же решила послушать и не пожалела, потому что если в новом альбоме Лорны Шор в какой-то момент не хватило вот прям дэткоревого такого прям мяса, знаете, неоправданного мяса на мясе, брутальностью все это погоняет, это вот эта агрессия, если все-таки ее не хватило, то вы можете это получить в новом альбоме Immortal Disfigurement. Потому что там вот это чистый такой, знаете, не то чтобы примитивный, не могу сказать примитивный, вот этот старый дух дэткора, где прям агрессия, брутальность, где вот это Thyatis Murder, где Suicide Silence немножечко, где старый Лорна Шор тоже, вот это они, и этот альбом, он тоже достойный получился, особенно если там вы любите заниматься спортом или что-то такое, или хотите выпустить свою агрессию, идеально. Ну, вы видите, да, сколько я уже перечислила крутых работ в дэткоре, это замечательно. Дальше у нас идет работа от Whitechapel и Signs of the Swarm. Почему я решила их объединить? Потому что я прям сильно не переслушивала эти альбомы, но я знаю, что моим подписчикам они очень сильно зашли, и я сама лично их тоже слушала, и понимаю, что это хорошие, действительно достойные работы, поэтому, если вдруг не слушали эти альбомы, тоже их обязательно зацените. И еще одних ребят хотела выделить, это Dark As. В Dark As у нас вокалист Челси Грин, это его проект, как вы знаете, и там он решил просто оторваться по полной программе, потому что месиво нереальное. Там, по-моему, что-то просто космическое, вот, например, даже эта песня. 1, 2, 3. Короче, Dark As тоже нас очень сильно порадовали в этом году, и вы посмотрите, сколько вообще наидостойнейших прекрасных работ. Также Бегемот я бы хотела выделить в этом году.
Да, Бегемот — это не дэткор, но это тоже такой тяжелый саунд, который мне бы хотелось упомянуть. Это тоже альбом, о котором я бы хотела рассказать еще, потому что я его переслушивала в какой-то момент. Я и в ТГ про него говорила, и сейчас хочу на своем канале сказать, вам тоже посоветовать, потому что у Бегемот не все работы мне нравятся, не все работы меня цепляют, но вот этот альбом, я просто его включаю от начала и до конца слушаю, что для меня не свойственно. Короче, Бегемот тоже туда же, в эту прекрасную подборку. Кстати говоря, почему вам еще нужно подписаться на Телеграм? Потому что скоро мы будем собирать все альбомы, которые вышли в 2025 году в тяжелом сегменте, и будем с вами выбирать лучшие. Если не хотите пропустить голосование, обязательно подписывайтесь. Вот, будем с вами, во-первых, вспоминать, что там как было, во-вторых, голосовать за любимчиков. И напоследок, вообще не планировала про них говорить, но вот буквально там недавно, в ближайшие пару дней услышала замечательных девочек, русскоязычных, кстати, и хочу вам тоже их порекомендовать. Мне на стриме подписчик заказал, и я, когда услышала, мне немножко челюсть отпала, потому что я такая русскоязычные девчонки, такой жир, серьезно. Я привыкла к тому, что у нас много образуется команд даже с девочками, да, в тяжелом сегменте тоже, где, ну, как бы тяжеляк, но при этом более такие попсовенькие какие-то припевчики, то есть рассчитаны на большую аудиторию, а здесь прям такое мясо, что для меня было удивлением. Группа называется Raya Bond, поэтому если вы их не слушали, например, вот эту песню послушайте. Среди этих крыс, знаешь, кто хуже всех? Ну и в целом зацените девчонок, мне прямо они зашли, лично от меня рекомендация. И давайте, наверное, после огромного количества рекомендаций, возможно, вы уже все это слышали, но в любом случае, если нет, зацените. Давайте, короче, уже обсудим, что же происходит таки с дэткором. Как мне лично кажется, он как будто бы возрождается. У вас нет такого ощущения? Как будто бы такие группы, как Lorna Shore, Slaughter to Prevail, которые раньше не были на вершине, на Олимпе, скажем так, они все равно, да, были на вершине в каком-то своем небольшом сегменте, но в целом были все-таки в андеграунде, сейчас выходят на новый уровень, собирают огромное количество людей, вот эти стадионы, залы большущие, получают большое количество внимания, при этом хейта, что логично. Много внимания, хейт точно будет. Вот, Lorna Shore вообще там пустили заявку на Грэмми, excuse me. Lorna Shore на Грэмми — это что-то интересное. Вот, желаю ребятам удачи, конечно же. Ну, короче, как будто бы новое дыхание, новое веяние. Я не знаю, как еще сказать, у нас появляется в дэткорчике, что меня очень сильно радует. И да, конечно же, группы продолжают также многие немножко уходить от своего прежнего звучания. Вместо тяжеляка играть что-то более легкое, но тяжеляк все же тоже укрепляется, создается больше команд. И у нас даже уже больше команд в тяжелом сегменте образуется в России, что тоже немаловажно, что тоже какой-то показатель, наверное. Исполнители, которые никогда раньше не показывали свои какие-то ракешные вот эти вот движения, вдруг объявляют, что они там учатся скримить, как, например, Юля Савичева или Стас Пьеха. Короче, что-то да происходит, ребята. Давайте это обсудим, обязательно напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, что происходит с дэткором, что происходит с этим миром. Давайте делиться друг с другом эмоциями, впечатлениями. И, конечно же, напишите, какой альбом или группу в тяжелом сегменте дэткор, например, вы посоветуете послушать. Может быть, какие-то малоизвестные ребята. Давайте, короче, просто сделаем комментарии рекомендациями. Давайте друг с другом делиться крутой музыкой. Если вам понравилось это видео и вы хотите подобные видосы про, например, металкор, про другие жанры, обязательно дайте мне об этом знать, я буду больше снимать. Поставьте лайк, чтобы я точно поняла это, ощутила. И не забудьте подписаться на канал, это очень сейчас важно. Спасибо вам огромное за просмотр. Желаю вам хорошего дня и настроения. Пока.